Шалом, Гвирултай, Верубутай, Ай Карим. Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены, добро пожаловать на канал Дистилеша, в мою любимую серию выпусков Single Malt шагает по планете. И в этот раз мы снова отправляемся в жаркую страну, где солнце светит 300 дней в году. Это, как вы, наверное, уже догадались, Израиль. Поехали! Пользуясь случаем, хочу вас пригласить на свой дзен-канал Дистилеша. Вот здесь вот ссылочка в описании, ссылочка. Там я публикую выпуски, а также заметки в текстовом формате. Можно почитать много интересного. Дополнительно публикуются анонсы ближайших фестивалей. И хочу пригласить вас, это наш новый первый виски-клуб слепых дегустаций The Whisky Mall Club, который проходит как очно, так и заочно. Если вы живете где-то не в Москве, вы также можете участвовать в слепых дегустациях. Подробности в вот этой вот группе, и в описании также ссылочка будет. В том числе, я думаю, клуб будет не только всероссийским, но и международным отчасти, потому что я думаю, что до Беларуси сеты тоже будут доходить. Итак, винокурня Milk and Honey, как вы, наверное, уже догадались, или M&H, открыта в 2012 году, можно сказать, в центре города Тель-Авив. И называлась она изначально Milk and Honey, как я сказал в начале. Но, однако, потом была переименована по причине того, что название вызывало неправильные ассоциации у потребителей. Что же такое Milk and Honey? Milk and Honey — это фраза, которая использовалась в книге Исход 3.8. Относится она к земле обетованной в иудаизме как земле, текущей молоком и медом. Но на самом деле не один иудаизм использует эту фразу, но и мусульманская религия. Пророк Мухаммед при переезде из Мекки в Мадину питался ячменным хлебом, молоком и медом. Но молоко и мед также используются сегодня как лекарственное средство. Мед с молоком нагревается, при простудах дается. Молоко и мед используют активно музыканты, различные группы назывались таким сочетанием слов, композиции, альбомы, ну и так далее и тому подобное. В песнях воспевался этот самый молоко и мед. Молоко и мед наверняка создателями фразы использовалась как фраза, относящаяся к Израилю, то есть отсылающий нас к тому, что винокурня находится в Израиле и имеет исключительно израильские корни. Milk and Honey также отображено в логотипе. Здесь вы можете увидеть вот такого странного быка. Это на самом деле не бык, это пчела-бык. То есть бык, у которого вот такие вот пчелиные желто-черные полоски. Причем здесь молоко и бык понять никому пока не удается, но если вы знаете, напишите в комментариях. Здание находится в активном центре города Тель-Авив, неподалеку от стадиона, на котором тренируется команда Макаби, известная израильская. Винокурня довольно тесная, однако здесь происходит полный цикл производства виски, начиная, единственное, что не с выращивания ячменя, но начиная с затирания и заканчивая выдержкой и розливом. Сегодня мы поговорим о двух релизах классической версии Classic, состав бочек Bourbon и винные бочки STR, и более премиальной версии Apex, Sherry Casks, исключительно хересные бочки. Бокалы, вода, уберем коробки, нальем виски. Кстати, пробка какая-то пластиковая, как пробка в винокуренных наших магазинах. Не очень это симпатично, но, наверное, более долгожительно для пробки. Итак, пока виски дышит, давайте продолжим разговор. Основатель винокурни Галь Калькштейн принял решение по легенде об основании винокурни в баре, выпивая с друзьями. Там же, видимо, разработал и весь этот безумный фирменный стиль. В Израиле можно выделить 5 основных винокурен, производящих виски. Есть, конечно, и другие, но они виски не производят. Это, собственно, M&H Distillery, The Golan Heights, Иерусалим Distillery, Pelter Distillery и Indie Attic. Как ни странно, в Израиле 5 климатических зон, которые вдохновили бывшего мастера-дистиллера, которого вы хорошо знаете по прошлым выпускам, знаменитейшего доктора виски наук Джима Свона,
который проработал на винокурне в качестве мастера-дистиллера и работал в создании, собственно говоря, в производственном процессе, при настройке и пусконаладке, вплоть до 2017 года, когда покинул этот мир, и дальше винокурня продолжила свою работу с дистиллером, который указан на каждой этикетке виски, это Томер Горен. Почти все производство на винокурне M&H это производство солодового виски, ну и джина немножечко. Виски M&H исключительно кошерный и производится согласно всем требованиям кашрута. Поехали производство. Солод. Солод закупается в Англии на солодильне Мантонс. В основе своей это обычный неторфяной солод. Частично солод закупается торфяной торфянистостью в 40 ppm. Одну неделю в полгода на винокурне объявляется pit week, то есть неделя так называемого торфяного виски, когда гонится солод торфяного плана и производится торфяной виски, хотя торфяные релизы, если честно, мне не попадались на глаза. Вода. Вода используется местная муниципальная водопроводная по одной версии, по другой версии это вода артезианская. В любом случае эта вода проходит стадию обратного осмоса, а затем снова проходит стадию минерализации. Затирание 2 заторных чана по 1 тонне, проводятся 2 промывки, 2 воды, 2 белковые паузы температурные. При этом солодовый помол, который получается обычно, он состоит из разных частей, твердых частичек, крупинок, шелухи, хаск и, собственно, муки. Вот этот вот солодовый помол соединяется с водой особым образом, который разработал Джим Свон. Это происходит в воздухе, то есть не просто водой горячей заливается этот помол, а, видимо, каким-то образом он там ворошится или там, не знаю, как-то подбрасывается какими-то системами и соединяется с такой же какой-то бурной водой. Ферментация ведется здесь в диапазоне 60-72 часов, и время ферментации зависит от времени года за окном. То есть если жарко, то ферментация короче, если холоднее, ферментация длиннее. Двойная классическая дистилляция на винокурне, не как на Линдерс Эбби. Кубы здесь обычная пара, не как на Линдерс Эбби. Как можно было бы предположить, Джим Свон любит 1 куб Wash Still, 2 Spirit Still, как бы увеличивая контакт с медью, но на Milk and Honey он классический способ оставил. 2 куба Wash Still 8000 литров, произведен, точнее приобретен у какого-то винокура-любителя из Румынии, хотя как такой объем винокура-любителю вообще подвластен, непонятно. На заднем дворе якобы он хранился у него около 40 лет. Куб выдает около 1200-1300 литров за одну варку, и при этом получается low wines, да, это, собственно говоря, спирт-сырец по-нашему, уже забывать начал, крепостью 38%, но это по данным экскурсовода, который ведет экскурсию. И вы знаете, это мне не совсем понятно, то есть если вот винокуры смотрят выпуск, то встречали ли вы такую ситуацию, когда на первой выгонке получают спирт-сырец с крепостью 38 градусов? Кстати говоря, хотел бы сказать большое спасибо Яну Моисеенко, который ездил на винокурню и дал мне такой большой подробный фотоотчет и такую хорошую заметку мне написал. Данные Яна я использовал, и они помогли мне в выпуске. Спасибо большое, Ян. Ян из Екатеринбурга, если что, мой подписчик. Время работы Wash Still 6 часов. Далее спирт-сырец идет в перегонный куб номер 2, это Spirit Still. Он заказан в Германии и выполнен на заказ, но по форме он, в принципе, почти похож, ну, наверное, совпадает с кубом номер 1. Объем это 3500 литров, головы и хвосты кольцуются, и головы и хвосты после второй перегонки в спиртовом кубе идут в первый куб Wash Still, добавляются к браге. Диапазон резких спиртов достаточно высокий, поскольку агрессивная выдержка, по мнению Джима Свона, требует довольно качественных и очень низкодиапазонных, высоко отобранных сердец. Диапазон здесь от 80, то есть первая резка на 80% крепости происходит, вторая на 70%. Крепость финального New Make 75% по объему,
На производстве также есть колонна кофе, на которой делается тот самый джин. Общий объем производства спирта 230 тысяч литров в год. Выдержка. В разных источниках вы можете найти разную информацию о том, какой процент оказывает бочка на виски при выдержке. Где-то 80, где-то 100. На винокурне уверены, что этот процент равняется 70. Склады находятся в основном в Тель-Авиве, без климатического контроля, то есть выдержка идет естественным способом, зависит от температуры на улице. Также из необычных мест, хотя все 5 климатических зон M&H используют для своего виски, но самое необычное — это Мертвое море. На крыше одного из отелей выдерживаются бочки с виски M&H, одного из отелей, который находится неподалеку от Мертвого моря. Доля ангелов в Израиле, как вы понимаете, очень большая, в зависимости от тех самых климатических зон. В Тель-Авиве это 10-12% в год теряет бочка в объеме, там, ну и спирт, и, собственно говоря, и жидкости, вода, все теряется параллельно, просто где-то когда-то там больше спирт теряется, когда влажность высокая, где-то, соответственно, теряется больше вода, когда более сухой воздух, да? Влажности меньше. Итак, в Тель-Авиве доля ангелов 10-15% в год теряет бочка по объему. А на Мертвом море это аж 25%. На севере Израиля самая низкая доля ангелов это 7-10% в год. Используемые бочки абсолютно разные, различные. Это и классические бочки из-под бурбона, это классические бочки из-под хереса, потому что у M&H есть контракт с Бодегой, который поставляет кошерные хересные бочки. Это бочки из-под коньяка, и причем конкретного Гаде. Это бочки из-под шотландского виски, и в частности с острова Айла это Артбек и Лафройк. И винные STR, также, естественно, бочки из-под рома. Используют и крайне необычные бочки. Это бочки из-под гранатового вина, бочки из-под апельсинового вина. Используют бочки из-под текилы и классические бурбоновые бочки, но с одной изюминкой: туда засыпают зерна кофе, и выдержка идет вместе с зернами кофе. Но, естественно, такой напиток называть виски уже нельзя, а M&H работает по стандартам Шотландии, поэтому, наверное, этот напиток виски называться не будет. Не знаю, вышел он или нет, наверное, на сайте есть. Кстати говоря, сайт очень интересный, очень информативный, красочный, много фотографий, много информации. Зайдите, не поленитесь, посмотрите, много всего интересного. На выдержку заливается около 1000 бочек в год. Также на сайте можно приобрести свою бочку. Два варианта предлагают к приобретению. Бочки STR за 19 860 шекелей, это около полумиллиона рублей, 500 тысяч. Объем бочки 225 литров. Можно приобрести бурбоновую бочку примерно за плюс-минус те же деньги, 16 400, это около 430 тысяч рублей, это 200 литров. Причем это я вам назвал первый платеж. При розливе бочки по бутылкам вашей бочки с вас еще возьмут 67 шекелей налог за бутылку. Это около 1700 рублей за 0,7. При этом стоимость там бутылки примерно получается, я считал, где-то около 4600 рублей, 5000 рублей. Это как-то так. Чем хороши товарищи вот из Израиля, да, они ничего не выкидывают и ничего не выбрасывают. На сайте можно приобрести даже убитую, полностью израсходованную бочку за 6500 рублей на наши деньги. То есть, если бочка отработана, ее не сжигают, ее там куда-то там не отдают, не сдают, а продают прямо на сайте за 6500 рублей, пожалуйста. Релизы. До 2019 года релизы назывались Young Single Malt. Серия Elements появилась где-то в 2019 году и состояла из 4 релизов. Это виски, выдержанные в бочках из-под гранатового того самого вина, бочки STR, это Pitted Cask и Sherry. Самый классный здесь, наверное, Sherry, но сразу скажу, что я был на 2 дегустациях M&H в Москве. На одной Ярослав Макарчук проводил из Вельда. Были 4 релиза, вот этот классик и 3 элемента без гранатового вина. Мне там вот, я колебался между классик и Sherry, ну, наверное, все-таки классик бы я выбрал. Хотя
Шерри считается там венцом какого-то совершенства, и в этом году, в этом 2023 году, этот релиз стал лучшим мировым виски на World Whisky Awards 2023. Не знаю, ну, так сомневаюсь, конечно, но, с другой стороны, в этом году лучшим стал виски Ardbeg 47 на каком-то нью-йоркском тоже фестивале. Черт его знает, как они определяют этот уровень лучшести виски. Ну, бурбон, наверное, все-таки я проголосую за бурбон, за вот этот вот классик в той четверке. При этом сейчас, сегодня израильтяне не только умеют все пускать в дело, но и договариваться. В России израильские виски тоже есть. В метро сейчас стоит вся вот эта вот линейка, кроме такого экстравагантного гранатового релиза. Это вот Pitted Sherry STR и Wine Casks. И вот этот вот классик можно приобрести в метро по скидке вот на данный момент в районе 4600 рублей. При этом на сайте Вельда эта цена значительно выше, там в районе 6500 рублей, грубо говоря, эти релизы стоят. Следующая ступень в линейках M&H это серия Apex, премиальная серия, видимо замах такой на Kavalan Solist, такая вот аналогия, но здесь несколько другая история. Здесь есть Apex обычный, а есть Single Cask. Вот там, наверное, замах на Kavalan Solist, потому что у солистов как раз таки Single Cask. Вот это вот такая более приземленная премиальная серия. У меня релиз Sherry Cask. Здесь бочковая крепость, но это не Single Cask, здесь бач. Далее, серия Art and Craft. Тоже пробовал я на второй уже дегустации Вельда с Анной Шельниковской. Серию Apex мы пробовали. И вот этот вот Art and Craft это пивные бочки. Там разные истории с пивными бочками. Чистая выдержка в разных пивных бочках. И бочках из-под эля. Интересные релизы с дизайнерскими этикетками. Вот тут, наверное, коллекционная история. Интересная Mobsters on Mopeds для клуба 23. Очень красивая этикетка. Вот посмотрите. The White Wedding. Видимо, отсылка к Билли Айдолу. Здесь как раз-таки любовь к музыке, наверное, у создателей явно есть. И это, наверное, хорошее, широкое поле для Александра Андрющенко. Канал Сам Драм. Посмотрите, он любит различные истории про музыку и связывать виски и музыку в своих роликах. Он большой любитель. Кстати говоря, Mobsters on Mopeds это номер один на данный момент по голосам виски бейс пользователей. И это пока Milk and Honey, M&H, все хочу сказать, Milk and Honey. M&H номер один для пользователей виски бейс. Также и White Wedding тоже там находится где-то в пятерке лучших. Причем это виски, выдержанные в бочках из-под вина Марави. Я не знаю, что это, кстати, вин действительно в Израиле много. И, наверное, STR бочки и бочки из-под разных вин, конечно же, активно используются M&H. Behind Blue Eyes Ex Isla Cask, тоже красивая этикетка. И Min Morsa из-под апельсинового вина бочки использовались для этого виски. Итак, санкции Израиля не помеха. Израиль всегда умел договариваться, и у нас в метро вы можете найти эти релизы, попробовать и вместе со мной в том числе проанализировать, каковы они на вкус и какие они, на ваш взгляд, по своему качеству и вообще по цене, наверное, то же самое. Это главное. Итак, уделим внимание нашему виски. Образец номер один M&H Classic. Это бочки из-под бурбона и бочки из-под вина STR, винные бочки, о которых я уже много рассказывал. 46% крепости, красивая этикетка, красивая бутылка, логотип, все как положено. Отсутствие холодной фильтрации, натуральный цвет, красивый, очень красивый натуральный цвет, яркий, насыщенный. Что интересно, эти релизы приходят в Россию в специальных контейнерах, потому что какая-то партия приходила, и она пришла мутной, на что у наших дистрибьюторов были жалобы, у Вельда, видимо. Ну, теперь они в каких-то контейнерах приходят. Аромат яркий, медово-травянистый и перечный. Это такой вот мощный, насыщенный аромат, где-то 8 из 10 интенсивность. Второй волной идет солод и яблоки, зеленые яблоки.
Толика тропических фруктов и, наверное, основная доминантная нота это ваниль. Это ваниль висковая, не коньячная. Просьба не путать. Есть такие вот нюансы серьезные, отличительные. В коньяке ваниль обычно очень неприятная. В виске она, ну, лично мне нравится. Далее. Есть толика тропических фруктов уже в этом виске, хотя возраст, возможно, около 3-4 лет. Ну, он не указан, но если мы будем проводить аналогию с шериком, то, я думаю, здесь 3-4 года, наверное, возраст этого виски. Ваниль, и долго я пытался распознать этот аромат, он такой цитрусовый. Это, скорее всего, знаете, кумкват. Кумкват кому-то нравится, кому-то нет, но здесь он очень хорошо ложится именно вот с этим ванильно-яблочным таким вот профилем. Очень мне нравится аромат. Здесь, пожалуй, он самый такой вот ну, самый классный из вот остальных компонент вкуса ароматики. Вкус спирты жгучие, перехватывает дух, горячие, молодые, но не дающие никакой бражной вот этой вот вкусоты, какого-то бражного вот этого вкуса. Нету ни дрожжей, ни дюшеса, ни хлеба, ничего такого нет. Здесь чисто вкус виски. Мощные специи, яблоко. Это яблочный чупа-чупс такой, знаете, вот испанский такой старый добрый яблочный чупа-чупс. Большая пряная составляющая, много именно пряностей, специй, яблочных каких-то кожурок. Свежая доска там где-то есть вторым номером, имбирное жжение, это вот все к специям. Та же самая ваниль и, наверное, жжение цедры, апельсина или того же кумквата. И еще, знаете, вот где-то вот второй волной, как-то там где-то вы можете еще почувствовать черемуху. Причем то ли листья, то ли вот эти вот, когда ты черемуху пережевываешь, вот эта вот вяжущая такая компонента, вот такая терпкость и вкус самой черемухи очень хорошо чувствуется. Вкус очень тоже классный, мне нравится. Насыщенность классная, высокая, интенсивность тоже высокая, сладость приличная, ну, чуть меньше, наверное, чем какой-то сладкий виски. Это, наверное, где-то 7 из 10 здесь можно сладости дать. Финиш: зеленое яблоко, немного танинов, немного специй, опять наш чупа-чупс. И какая-то вот сухость винная, наверное, достающаяся этому виски как раз-таки от бочек STR. Неожиданно порадовавший меня приятный, отличный виски, ассоциирующийся у меня, пожалуй, с яблочным вот этим чупа-чупсом, с яблоками, с ванилькой. Яблоки в ванили прекрасные. И вот эта черемуха, это интересный такой момент, который я долго так разгадывал и для себя открыл. Когда открываешь какие-то такие интересные ноты, то потом долго радуешься, как же вот здорово, что виски опять же такой разнообразный, многогранный. И релиз от релиза каждая винокурня выдает свое что-то интересное. Пожалуй, это один из лучших вариантов на рынке сегодняшнем по сочетанию цена-качество. 4500. По скидке, при этом в Вельде он стоит там 6, по-моему, 300, 6200. Это, конечно, странно, почему в Вельде у импортера он стоит дороже, чем на полке у ритейла, да, но Вельд, в принципе, дает скидки там какие-то, наверное, можно тоже примерно за те же деньги этот виски там и отщипать себе, приобрести. Один из лучших вариантов цена-качество, советую, хороший релиз. И вот эти вот винные бочки STR, они, видимо, хорошо дополнили своей вот этой апельсинистостью, цедровостью, сухостью. Мне очень нравится, хороший батч, хороший купаж. Браво, браво. 85 баллов. Едем дальше. Milk and Honey Apex Sherry Cask. Здесь у нас почему-то Cask, кстати, а не Casks, да, хотя не написано, что это Single Cask. Не написано? Не написано. Это батч номер 11. Почему Sherry Cask, непонятно. Батч номер 11, крепость бочковая, 53,6, 2019 бутылок. Одна из 2019 бутылок, то есть здесь просто, видимо, на каждой бутылке что написано, что она одна из. Дата розлива 11.08.21 год, заливки 11.04.18, то есть 3 года 4 месяца всего провел дистиллят в бочках. Это очень мало, это прям самый минимум. И
Здесь есть какая-то коваланистость уже, но ковалан, там, по-моему, я вот 4 года встречал, самое малое. 4-6 лет, вот ковалан это отличный вариант. Здесь, наверное, вот правда еще годик бы, и аромат был бы вот на 100% насыщенным, как у ковалана. Но есть общие черты, есть какое-то сходство. Это травянисто-сернистый формат, это в какой-то части это вот формат Гленфаркласа, да, это травянисто-сернистый, специи, изюм, темный шоколад, сухофрукты, имбирь, красная смородина какая-то и мебельный лак. И причем, может быть, он даже замешан на этой красной смородине. Очень интересный аромат. И сразу здесь вот есть подозрения какие-то на тропическую выдержку, потому что перекличка есть каким-то вот амрутом, там, тем же коваланом. Очень интересно. Вкус. Да, здесь есть уже дрожжи, сернистость, хороший маслянистый, плотный вкус, густой. В чем-то бархатистый, но спирты опять вот чувствуются молодые, горячие, жгучие, пряные, прям вот жгут имбирем, перцем, чем хочешь тебя поливает просто твою полость рта. Но это приятно, черт побери, потому что это не какая-то прям страшная какая-то смесь, да, это вкусная, плотная, густая, хересная смесь. Чувствуется опять тропическая выдержка, опять какой-то ягодный компот, танины, опять вот эта красная смородина, это специи, это немножечко доски там спиленной, интенсивность, мощнейшая насыщенность, где-то 9 из 10, сладость в принципе чуть меньше, чем у ковалана, наверное, вот сладость у него бы была 10 из 10, здесь, наверное, где-то 8 из 10 сладость, но она тоже неплохая. Послевкусие длительное, бесконечное, держится до сих пор и будет держаться до вечера, до ночи. Это примерно, наверное, больше сухой остаток, нежели какой-то сладкий приторный. Хотя, в принципе, виски для сладкоежек я бы посоветовал этот. Есть оттенок легкий в послевкусии, неожиданный, тропических фруктов, коих не было в аромате и вкусе. Оценка, в принципе, 86,5, 87-86. Я поставил при первом знакомстве 86 баллов этому виски. M&H мне нравится однозначно. Цена, кстати говоря, вот у этого релиза 13 там с чем-то, 13 600 что ли, или что-то под 14 тысяч. Вот это дорого. По крайней мере, в сравнении, пока есть с чем сравнивать с европейскими ценами, там этот релиз можно найти в Европе от 60 евро, то есть в 2 раза дешевле. Вот 60 евро это супер цена. Когда я знаю, что есть такая цена, я купить за 14 тысяч этот релиз как-то пока не готов. Но это классный виски, я согласен. 86-87 баллов. Это приличный, отличный виски, кошерный. Тут такая звездочка есть красивая. Кстати, забыл обратить ваше внимание. Это вот знак кошерности. Так, вроде бы все рассказал. Ну, попробовать этот виски вы можете и без бутылки. Я могу предложить вам сэмплы. Обращайтесь. Какое-то количество этих сэмплов еще будет в наличии. Ну, пожалуй, все. Виски израильский мне очень понравился. Я, наверное, буду голосовать 2 руками. Буду следить за этими релизами. Интересно будет посмотреть, что будет дальше. Когда мы доберемся до 90-бальных релизов и будем вот что-то такое более сложное дегустировать. Вот 6-летний возраст, конечно, это прям, я думаю, будет что-то прям заманчивое и перспективное. По крайней мере, вот сейчас кажется, что перспектива есть у этой винокурни. Есть и финансовые возможности, есть большое количество энтузиазма. Так что, я думаю, пробуйте. Если в вашем метро или в вашем магазине есть вот такие вот, хотя бы классик за 4500, там, если даже он у вас и дешевле, напишите в комментариях. Тоже советую. В принципе, по цене, по европейской цене, да, вот 40-60 евро, релизы однозначно рекомендую. И, наверное, они, ну, если не сказать, что лучшее из того, что есть на наших полках, то одно из лучших. Итак, не пейте. А если пьете,
то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока.